Всем привет, дорогие друзья! Вы просили Suzuki Vitara? Посмотрите, он наконец-то у нас. И мы продолжаем наш цикл познавательных передач, потому что сегодня вы увидите, насколько быстро можно на этом автомобиле уехать от какой-либо опасности. В наше время, мне кажется, это особенно актуально. Это топовая версия под капотом 1.4 турбо, 140 лошадиных сил, автомат, полный привод, и его сильная сторона – это его вес, потому что японцы, они всегда делают свои автомобили из бумаги. 1310 килограмм снаряженной массы. И для того, чтобы вы понимали, насколько он быстр, мы взяли автомобиль достаточно популярный, мне кажется, сейчас во все времена. Это топовый Renault Duster. С двигателем 1.3 турбо, 150 лошадиных сил, 250 ньютон-метров момента и, конечно же, вариатор. И масса в 1,5 тонны. То есть больше сил, но и больше массы. Ну и, конечно же, мы так просто не могли сравнивать эти малообъемные кроссоверы с двигателем 1.4 и 1.3. У нас есть двигатель 1.5. В прямом владении, скажем так, Geely Atlas. 1.5, 184 лошадиных силы, робот, который очень долго думает на старте и потом, возможно, когда-то едет. И 1780 килограмм снаряженной массы было бы, если бы мы не вкорячили туда шумку. Так что я думаю, что где-то тонна 850. Ну и, конечно же, мы его уже обкатали, поэтому мы знаем, что сейчас он должен, в принципе, показывать все свои обычные секунды. Хотя некоторые по-прежнему мне продолжают писать в комментариях, что он раскроется после не только 3,5, но и 5000, а когда 10, так вообще полетит. Ну, вы понимаете. То есть такая ракета с ускорителем, которая постепенно все ускоряется сильнее и не теряет, самое главное, свою мощность вообще никогда. Это круто на самом-то деле. В общем, сегодня будет гонка, и как вы думаете, кто же будет быстрее всех? Про Suzuki, между прочим. Ну, я понял, что ты за Duster, но про Suzuki мне все всегда в комментариях пишут одно и то же. Я его взял вместо Тигуана 1.4, вообще пушка лету, и с 9 секунд выезжаю. Хотя паспорт, конечно же, нам об этом никак не намекает. Но все они турбо, а это значит, что в любом случае их всегда еще можно потом чипануть. Но вот если их не чипануть в стоке, что будет? Давайте это выясним. Настало время проверить наконец-то эти уже все слухи. Что мы можем сделать? Сразу выключить антибукс, наверное, да? На всякий случай. Выключим, пусть стартует быстрее. Спорт-режим у нас есть, All Grip, спорт, все отлично. Ну и, конечно же, коробка, которая пролетает в manual сразу же. Ну, давайте в драйве будем, пусть она все делает сама. Вот, но уходит, нет, уходит прям даже как нефиг делать называется. Но сейчас получился у него небольшой накатик 9.56. Я не знаю, это что за турбомощь просто турбомощь какая-то. Опа, вот сейчас ровный заезд. Посмотрите, Duster держался, но отстает. Капец, он отстает. Я в шоке. 9.3. Еще быстрее. 9.3. Duster держался как мог, называется, но я ухожу уже 150. Duster не догоняет. На механике, возможно, у него был бы шанс, здесь нет. Куда так быстро? Вот это я понимаю. Фигануло Suzuki. Так что да, я понял, что вы писали, я понял, почему. Suzuki действительно может, но сейчас еще холодная погода, понятное дело, сухой асфальт, то есть идеальные условия для турбодвигателя. У всех у нас залит 95-й, это тоже нужно сказать. В этот раз мы соблюли все условия. Но Suzuki самый быстрый, самый резвый, быстро настроен автомат, что сразу напуляет тебя и вообще без каких-либо проблем.
А в нынешнее время вообще, кстати говоря, не просто сигнализации становятся актуальными, а охранные комплексы типа Цезарь Сателлит, когда если вдруг что, к вам на подмогу приедут. Например, для автомобилей Toyota и Lexus у них есть система Цезарь Smart, которая может работать и как двухсторонняя система сигнализации, и как спутниковое с реагированием. Выбирайте любой удобный тариф, а здесь очень гибкая система, выходные, отпуск или просто какие-то часы, когда вы хотите, чтобы ваш автомобиль был под охраной. И если с вашим автомобилем что-то произойдет, то сотрудники Цезарь Сателлит всегда придут на помощь. В случае ЧП это будут уже сотрудники ГБР. К тому же с Цезарь Smart через мобильное приложение вам доступны такие полезные функции, как автозапуск, поиск авто на парковке или отслеживание технического состояния всех систем вашего автомобиля. А еще вы получите скидку в 15% при оформлении Цезарь Smart по промокоду Кульдяев. Ссылка в описании. Настало время понять, почему Duster так много проигрывает. Посмотрим. У нас режим авто. Не знаю, это в принципе преимущество. Он легче. Если у Suzuki практически полный бак, то у Duster у нас уже ближе к нулю. Даже лампа загорелась. Одно деление. Так, давайте посмотрим, какие секунды он показывает сейчас. Самый лучший момент для этого, мне кажется, настал. Погнали. Ну, хорошо тоже стартует. Коробка нормально выкручивает первую, как будто бы передачу, вторую. И он ведет себя так, как будто передачи эти есть. И 11,5. Что? Чего 11,5? Тогда понятно, почему. Давай-ка 2 ВД мы включим и посмотрим, что он покажет в 2 ВД. Мне кажется, у Атласа появляется шанс, даже с его лишним весом, благодаря таким секундам. Итак, дубль 2. Вот, сейчас уже было аж колесами. Пытался пробуксовывать, но с вариатором так себе. Пробуксовывать тут не пробуксовывается. 10,6. 10,6 в эту сторону. Это уже такие секунды хорошие, я бы так сказал. Атлас без шумки еле-еле бы его обходил. Но вдруг на скорости, благодаря своим силам, у Атласа что-то получится. Сейчас и проверим. Так, ну что, Атлас, я знаю, что ты тюфячок, что у тебя очень долгий старт, тупой, поэтому что тут можно сделать? Отключить антибукс, в спорт режим перевел, выключить еще на всякий случай вообще, в принципе, все, что можно. Хочется выключить, я понимаю, что быстро не будет, поэтому Duster его соперник. Suzuki сегодня не по зубам точно, он пушка-гонка, я понял, 9,3 взял и поехал. Как говорится, все тут без шансов, что ты тут не делай. Атлас очень долго стартует, очень долго. Раз, два, три. Блин, опять этот рывок дурацкий. Атлас, ну что ты делаешь? Прекрати, называется. Давай, не отпускай этот Duster. Ну, Duster по чуть-чуточке, но уходит. 11,3. Господа, 11,3. А вы говорили там с пробегом, что-то там раскрывается. Хотя вот сейчас на скорости мы его догоняем. Ну, он уже и сбросил, скорее всего. Так что, да, Атлас, а куда делись 2 секунды? Что происходит вообще? Где 10,3 бывшие? Мне кажется, с пробегом он наоборот почему-то тут уже поехал медленнее. Давай попробуем. Готов? Давай. О, ровный старт. Смотрите. Но Duster на звоне, со звоном мотора вырывался почти вперед, но нет, мы едем. Сейчас пошел. Ты посмотри, на скорости 100. Но нет. А теперь Атлас. Едем ноздря в ноздрю. Атлас на скорости вырывается. Я просмотрел, естественно, все секунды. И вот на скорости мы обходим Duster на большой скорости, как я и предполагал. Тут уже силы начинают работать. Оп. Но очень долго под эту паузу подстраивать. Сегодня, короче, Duster обидели на вариаторе. Но я вам говорил, на вариаторе и Аркана плохо ехала, хуже ехала. Я думаю, что у Duster тоже секунды сейчас были в районе 10,5, максимум 11.
где-то. Звон его мотора слышно аж из Атласа здесь вот когда. То есть он звенит, будь здоров, он пытался, он старался все, что может выдать. Но, конечно же, сегодня явный победитель у нас это Suzuki. Там очень быстро все, чуть медленнее. Ну, в принципе, наравне практически с Дастером они по факту. Как повезет с затупом называется. Не повезло, проигрывает Атлас. Если все ровненько, то тут наравне чуть-чуть выигрывает. Так что вот такая вот история. Что же мы выяснили сегодня? Во-первых, что слухи не врут, и Suzuki действительно едет быстрее паспорта, причем намного. Это удивительно немного, но в принципе прикольно для всех владельцев Suzuki, конечно же. А также мы выяснили, что у Дастера с вариатором есть некоторые проблемы, мне кажется, с динамикой. Он медленнее, но хотя бы не настолько медленно отвратительно, как это было, например, с Арканой летом. Может быть, еще сейчас турбомотору полегче, но в равных условиях он сильно проигрывает, даже при том, что у него сил больше, и вариатор вроде бы должен все это реализовывать тоже максимально хорошо. А еще, как говорится, мы посмотрели на Атлас. Мы все ждем, когда же он раскроется, да, как нам пишут в комментариях. Не раскрылся. Продолжаем наблюдение. Ну и на этом все. Всем спасибо огромное за внимание. Если хотите подробный тест, он будет. Если не хотите, он все равно будет. И я думаю, это хорошая новость для всех. И до новых встреч. Пока.